Подписчикам привет! Сегодня хотелось бы поговорить о самоубийстве актера корейского Ли Сон Гюна, известного нам по фильму «Паразиты». Я уже говорила, фильм мне не нравится, поклонницей этого актера я не являюсь, но даже если бы он не был известным актером, все равно хотелось бы поговорить об этом. Тема смерти была всегда привлекательна для меня, как бы страшно и странно это ни звучало. Я помню в детстве, если от родителей я узнавала, что кто-то умер, мне ужасно хотелось пойти и посмотреть на умерших. Я не могу это объяснить. Будь то женщина, сделавшая подпольный аборт, мальчики, утонувшие на замерзшем озере и так далее. В детстве мной двигало любопытство. Чувство эмпатии мне тогда не было знакомо. Это сейчас все по-другому. Смерть в результате несчастного случая, болезни, преклонного возраста – это одно. Но когда человек принимает сам добровольное решение покончить с земным существованием, это совсем другое. Вернемся к Ли Сон Гюну. Что я узнала из русских переводов на Ютубе? В октябре этого года началось расследование по поводу употребления запрещенных веществ, где фигурировал наш герой. Вроде как проводилась экспертиза волос, но результат был отрицательным. Ли Сон Гюн настаивал на дополнительном прохождении на детекторе лжи, пытался доказать свою невиновность, но по финалу мы понимаем, что все безрезультатно. Надо отметить, что в Корее эта тема страшное преступление, все, что касается запрещенных веществ. То есть можно безапелляционно заявить, дескать, сам виноват, нужно было держаться от всего этого подальше. Наверное, это правильно. Но случилось то, что случилось. А давайте представим, что он невиновен. Давайте допустим, что он не употреблял, не хранил, не продавал, просто, может быть, посещал какие-то вечеринки, что, впрочем, тоже легкомысленно для семейного человека. А когда началось разбирательство, он, видимо, не мог доказать, что он белый и пушистый. Подключились СМИ, как это бывает, проблемы с профессиональной деятельностью, отношения в семье, травля детей в школе, все по накатанному корейскому сценарию. В предсмертной записке он написал, что это все, другого выхода нет. И просил прощения у агентства за штрафы, неустойки в связи со скандалом. Это его характеризует, по-моему, как очень порядочного и совестливого человека. Адвокат актера упоминала, что она делала заявление по поводу просачивания преждевременной информации в СМИ до полного расследования и доказательства вины актера. Я не представляю, в каком аду находился наш герой. Колоссальное давление. А если ты, допустим, не виновен, то восприятие этого давления усиливается во 100 крат. Даже если бы он не был актером, он просто чей-то сын, брат, муж, отец, друг, коллега, 48 лет. После «Паразитов» наверняка его карьера пошла в гору. Мог бы жить, сниматься, растить детей, женить детей, стать дедушкой, но всего этого больше не будет. Давайте скажем честно, что самоубийство в Корее – частое явление, как среди известных, так и рядовых граждан. А одна из причин, по-моему, это некая консолидированность общества. Если протесты, то массовые, если травля, то всем миром. Молодые парни, девочки, айдолы и даже зрелые взрослые расстаются с жизнью, не выдержав этого пресса мощного, перемалывающего тебя со всеми твоими потрохами, костями. А может быть, это зависть. Нам, обывателям, нищебродам, кажется, ну почему такая несправедливость? У них есть все. Слава, деньги, легкая беззаботная жизнь, а мы купаемся в дерьме. Пусть им тоже будет плохо. Давайте дружно искупаем их в дерьме. А еще, мне кажется, дело в поощряемой конкурентоспособности. Вот СМИ, почему они гоняются за сенсациями, скандалами? Потому что за этим стоят рейтинги, деньги, карьера, банальная выживаемость или торговые компании. Зарплата менеджера зависит от объема продаж. И вот эти продажники, позабыв о чести и достоинстве, пренебрегая нормами этичности и морали, в желании заработать побольше, затаптывают коллег. Так что или виноватых нет, или виноваты все. Ну, как бы то ни было, мертвого не воскресишь. Ну, а живые продолжат жить. Как они справятся со всем этим, покажет время. Выводов никто не сделает, пошумят, да и забудут до следующего очередного самоубийства. И еще хочу сказать, в школе одна моя приятельница как-то сказала о своем отношении к негативному событию. Я переживаю, мучаюсь, боюсь, но стоит мне сравнить это событие со смертью, то все становится таким неважным, не страшным и ничтожным. Я абсолютно согласна с этим и всегда прибегаю к этому. И вы знаете, мне это помогает.
Но, по-видимому, для Ли Сон Гюна количество и вес этого негатива были такими неподъемными, что смерть он воспринял как избавление от всех мучений и страданий. Очень жаль, что все так произошло. Берегите себя, ваша жизнь бесценна. Всем пока.